Сегодня вечером крупный телеграм-канал сообщил хорошие новости о Никите Михалкове и печальные у Андрея Макаревича и семье Ксении Собчак. Сегодня утром лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прибыл в Россию по причине ареста его недвижимости и официального закрытия телевизионной программы «СМАК» на Первом канале. Однако известный музыкант повел себя крайне неадекватно, попытался заступиться за семью Ксении Собчак и потребовал деньги у российского канала за выпуски телевизионной программы. На счастье, в дело вмешался легендарный артист Никита Сергеевич Михалков, который в Останкино готовил очередной выпуск программы «Бесогон». Встретившись в здании телевидения, артисты несколько секунд смотрели друг другу в глаза, а затем Никита Михалков, залепив смачную затрещину Андрею Макаревичу, громогласно заявил, цитата: «Макар, вали лучше обратно в Израиль и не смей требовать деньги у родины, которые ты не заработал. Имей хоть чуточку совести и не позорься перед российскими зрителями». Впрочем, в связи с новыми шокирующими обстоятельствами Андрею Макаревичу не удалось вылететь обратно в Израиль. СМИ столицы сообщили подробности. На протяжении нескольких лет Андрей Макаревич вел телевизионную программу «СМАК» и получал за это баснословные деньги. Однако известному музыканту этого показалось мало, и он потребовал дополнительную плату за свою работу. Это и вывело из себя Никиту Михалкова. Однако российские власти заявили, что не выпустят Макаревича обратно в связи с арестом его недвижимости и новыми обстоятельствами в деле Ксении Собчак. Стало известно, что за свою недвижимость, квартиры в Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге и рыболовные магазины по всей России известный музыкант более 3 лет не платил налоги. Руководитель налоговой службы России заявил: «Мы имеем право арестовать Андрея Макаревича не только за незаконное появление в нашей стране, но и за длительную неуплату налогов». Следственный комитет России также заинтересовался известным музыкантом в связи с новыми показаниями семьи Ксении Собчак. Вся ранее известная семья, включая Ксению Собчак, маму Ксении, гражданку Нарусову и режиссера Константина Богомолова, дали показания против Андрея Макаревича. Граждане Собчаки заявили, что на протяжении нескольких лет Андрей Макаревич имел тесную дружбу с гражданкой Нарусовой, и они имели свои собственные сети офисов «Быстро деньги». Если данная информация подтвердится, то Андрей Макаревич присоединится к семье Ксении Собчак и окажется на скамье подсудимых. На данный момент Андрей Вадимович не может вылететь в Израиль и будет находиться в России неопределенное время, пока будут неизвестны все обстоятельства дела.